В Аризоне разразился сильнейший шторм. Ветер налетал резкими, свирепыми порывами, дождь лил стеной, скрывая все вокруг в плотной пелене воды. Гром гремел так громко, что даже здания слегка дрожали от его раскатов. Находиться на улице было не только некомфортно, но и по-настоящему опасно. Все спешили укрыться в своих домах, спасаясь от разбушевавшейся стихии. Но одна женщина перед возвращением домой решила заехать в Бургер Кинг, чтобы купить себе немного еды. Она подъехала к окошку выдачи заказа, даже не успела открыть рот, как вдруг среди завываний ветра и шума дождя услышала едва различимый писк. Звук был такой слабый, что его можно было принять за игру ветра, но что-то заставило женщину прислушаться. Она внимательно осмотрелась и, присмотревшись, увидела крошечного черного котенка, прижавшегося к стене здания. Малыш выглядел совершенно беспомощным, его шерстка была мокрой насквозь, а худенькое тельце дрожало от холода. Он жался в крохотный комочек, судорожно цепляясь коготками за землю, словно боялся, что его унесет очередной порыв ураганного ветра. Женщина, не раздумывая, распахнула дверцу автомобиля и, несмотря на пронизывающий дождь, бросилась к котенку. Крохотное существо оказалось таким легким, что, казалось, еще немного, и оно взлетит, подхваченное бурей. Аккуратно взяв малыша на руки, она быстро вернулась в машину, включила обогрев и завернула котенка в свой шарф. Добравшись домой, женщина сразу же позвонила в местный приют для животных. Волонтеры откликнулись быстро, и вскоре за найденышем приехали заботливые люди. В приюте котенка тут же принялись отогревать, его завернули в мягкое полотенце, осторожно высушили и дали немного теплого молока. Ветеринар осмотрел малыша и сделал вывод, что, помимо обезвоживания и истощения, котенок полностью здоров. Единственная его проблема – слишком маленький вес, что неудивительно для животного, столько времени проведшего в холоде и без еды. Котенка назвали Воппер, в честь известного бургера из того самого Бургер Кинга, возле которого его нашли. Поначалу малыш был напуган и очень осторожно относился к людям. Как только все выходили из помещения, он начинал жалобно мяукать, словно боялся снова остаться один. Его писк услышала взрослая кошка по имени Нитро, уже давно живущая в приюте. Она без раздумий взяла Воппера под свою опеку. Сначала она тщательно вылизала его, словно настоящая мама, а затем уютно улеглась рядом, согревая своим теплым телом. Котенок моментально перестал дрожать и, почувствовав себя в безопасности, крепко уснул, впервые за долгое время не испытывая страха. В последующие дни Нитро не отходила от Воппера ни на шаг. Она терпеливо учила его кушать, заботилась о нем, согревала и защищала. Под ее присмотром малыш начал понемногу поправляться, а через несколько недель окончательно окреп. Кроме Нитро, Воппер познакомился и с другими жителями приюта. Особенно быстро он подружился с другим котенком, рыжим и энергичным шалуном по имени Папи. Они неразлучно играли, гонялись друг за другом по комнатам, забирались в уютные лежанки и вместе засыпали, свернувшись в один теплый комочек. Через несколько недель Воппер окончательно освоился в приюте, и вскоре для него нашлась любящая семья. Теперь котенок счастлив, у него есть теплый дом, заботливые хозяева и целая жизнь впереди, полная любви и радости.